Опухоль — лучшая котлета. Автор старый Ирвин Эллисон. Когда совсем падете духом, приходите ко мне в больницу. Один обход ракового отделения в 2 счета лечит от любой хандры. Эрих Мария Ремарк. Что страшного при раке, так это то, что он всегда превосходит самые плохие ожидания. И есть что-то порнографическое в том, как он ставит в тупик любое воображение. С какой бы непристойностью рак не терзал и не мучил тебя сегодня, завтра все сможет стать еще хуже. Тони Парсонс. Солнечный летний день обещал адскую жару всем, кто не спрятался в спасительной близости от сприт-системы. Асфальт буквально плавился и сходил серыми слезами страданий. А шедшие по несу оставляли на нем не глубокие, но заметные вмятины. А проехавший по тротуару совсем юный парень на ярко-красном с синими брутальными логотипами самокате и вовсе попал в такую дыру в земле и упал, раскровенив нос и лишившись одного зуба. Деревья поникали со скорбью, ведь поливали их не так обильно, как следовало. И поливалки около Макдональдса опять не работали, хотя их чинили буквально позавчера. В общем, июльский день был наиболее подходящим для того, чтобы вообще пропустить его с чистой совестью, благо даже облачка на небе цвета раскаленного свинца не было и в помине. Но сутулый и худощавый студент, шедший на подработку в упомянутую выше обжорку, вынужден был в панамке и гавайке с широченными пестрыми шортами идти, превозмогая ужасы стихии солнечного пламени. Загорелый, дочерно и любящий пестрый молодежный стиль с безразмерной одеждой, за что получил прозвище «негр в килте», хоть вовсе и не был кем-то с африканской родней. Он учился на биофаке одного южного города и писал курсовую, ради которой сделал побольше многих. И на то у него были причины довольно веские, и знал их лишь он сам и его пожилой научник. Анатолий Владимирович очень хитрый, непредсказуемый человек. Придя в Макдак и с широченной улыбкой, поздоровавшись со своей девчиной Катюхой, которую уже планировал бросить из-за ее любви к светлому пиву и флирту с начальником Арменом Ашаковичем, носатым пингвином, он переоделся и встал на готовку гамбургеров. Уже месяц он добивался именно этого места, игнорируя другие, а то все на картошку вставали да на уборку. Говорили ему через губу, что еще молод, зелен, что его неполные 19 лет – это начало карьеры, а котлеты и мороженое для более опытных. То есть для Катюхи и его закадычного друга, замдиректора Петьки Волконского, хоть и давали ему возможность стащить котлеток побольше. Но негр в килте искал иное, он хотел работать сам и видеть котлеты с мясом своими глазами. Благо быть самому себе хозяином позволяло ему немного больше.
чем дружеская милость. И вот теперь он смог. Котлеты парень делал сноровисто, хоть и уронил пару сырых. За это его чуть поругали, но списали на зеленость. И в дальнейшем для своего напускного имиджа наставника начинающего. Петька ему под тихое улюканье коллег сам показывал лично, как надо делать все быстрее. Котлеты негр в килте вызвался списать сам, не желая уходить от выполнения обязанностей на новом месте. Это вызвало снисходительную похвалу от носатого пингвина, который видел все это через камеру. Благо, наблюдение за новичками в рабочее время было единственным его развлечением на месте начальника, кроме ругани на новичков и Петьку, а также сетевых разговоров с приятелями и нередко с вредной, но стройной женой Фатимой, которая не надоела ему даже через 20 лет со свадьбы в Ереване. На второй день негр в килте работал на картошке, и уроненную приятелем сокурсником Димоном котлету взял себе, сказав, что сам выкинет, беспокоиться ни о чем не надо. И правда, директор поехал пить пиво, что знали все, и парень взял сырую котлету себе, а когда под предлогом списания мяса по причине его несвежести, персонал без всевидящего ока начальство утащил еще немного, он к той котлете и отбивной взял еще 3, как и прочие. Положил в холодильник. Завернув газетку, в которой принес свои очень быстрые острые бутерброды с яичницей, глазуньей от Катьки. Благо сам учил, как делать это кемали. В тот же вечер с котлетами и мясом он приехал к научному руководителю, договорившись с ним об этом на перерыве. «Образцы привез Абрам?» – фамильярно спросил пожилой человек юношу. «Да, Анатолий Владимирович, хлад элемента на месте», — ответил тот, достав отбивные котлеты сырые и перевозимые в холоде. Научный руководитель немедленно приступил к разрезанию их на мелкие части, фиксируя химией, делая микроскопические препараты, а часть сказал гомогенизировать, сделать массу без клеток, чтобы раствор вроде зубной пасты по концентрации был после заморозки в жидком азоте. Парень справился за час, и смесь пошла в амплификатор с анализатором клеточных факторов. Результаты не заставили себя ждать. Приборы выдали то, что искали оба. А во всех деталях, что вызвало бурные эмоции и тост за правду коньяком. Все микроскопические препараты из каждой котлеты и свиной отбивной были просмотрены обоими и потом отобраны для дальнейшей работы. Добрая половина лучших препаратов попала в учебные аудитории как пособие для цитологов, чтобы они видели, как выглядят раковые клетки домашнего скота и птицы, чтобы знали, чем кормят в фастфуде на самом деле. Мадак был для негров в килте средством отобрать образцы и увидеть воочию природу того, что зовут быстрой едой. Научный руководитель сам показал пару неполный год назад сделанный им лично проточный биореактор, прибор, где можно вырастить раковые клетки в любом количестве. Оба помнили тот разговор до мелочей. Какие свойства раковых клеток и опухолей ты знаешь, Абрам? Бесконечный рост при наличии питания, отсутствие плотных образований из-за почти полного отсутствия взаимодействия между клетками, что делает опухоли рыхлее творога и способные распадаться, быстро распространяя рак по всему телу через кровь и лимфу. Правильно.
и быстрый метаболизм с нарастанием клеточной массы. Так вот, если саму вырезанную раковую опухоль кормить питательным раствором, промывая и вовремя срезая части, чтобы внутренняя часть не гибла от голода и не травила своим гниением все вокруг, то биомассу можно будет получать вечно в буквальном понимании этого слова. Именно гниение, а не рост убивает больных, как умер мой отец, с грустью ответил негр в килтябром. Вы хотите сказать, что эту массу применяют для получения чего-то в промышленном масштабе, Анатолий Владимирович? Да, вскрикнул тот, да, и это что мы едим во всех этих Макдаках, Бургер Кингах, KFC и так далее. И это что-то сама масса раковых клеток. А что тут невероятного? Масса, которая растет вечно, если кормить и промывать от отходов жизнедеятельности. Не надо забивать и разводить животных. Благо для роста опухоли любого размера и массы, без иммунного ответа в стерильной среде хватит кусочка размером с рисовое зерно или вдвое меньше. Но так умеют и стволовые клетки, Анатолий Владимирович. А эмбриональные линии растут быстрее раковых и факторов онкологии опасных при поедании опухоли нет. Именно, Абрам, но стволовые клетки капризны по питательной среде, требовательны к условиям выращивания, часто перестают расти и могут начать превращаться в эмбрионы, хоть и не жизнеспособные, так что этот вариант исключаю. А снабжение опухоли сосудами, как выращивать ее без кровоснабжения? Мелкими кусками, удаленными сосудами. Благо опухоль вызывает их высокий рост, и через трубки питательным раствором можно обеспечить питанием опухоль размером с кошку или спаниеля. Эх, вздохнул потерявший черного покер-спаниеля Макса из-за опухоли мозга преподаватель. А факторы онкологии, которые потенциально опасны, Анатолий Владимирович? Спросил студент, уже догадываясь, что ему ответит. Стало не по себе. Обработка рентгеном, пропаривание в автоклаве 20 минут или полная прожарка в течение получаса, и можно есть вообще без риска. Но котлеты жарят быстрее, и часть факторов онкогенеза остается. То в постоянные посетители фастфуда втрое чаще болеют раком желудка и кишечника, чем обходящиеся без него. Не из-за недоготовленной или опасной пищи. Нам нужны образцы. Правильно, но официально их не получишь, лишь тайно. И для этого ты здесь, Абрам. Если обнаружится, что в составе мяса и котлет раковые клетки, то ответ на вопросы по здоровью и частоте заболеваемости раком у людей, часто кушающих фастфуд, будет однозначным. Можно будет бороться. Я сделаю это, благо там работаю после пар. В тайне, сам понимаешь. Разумеется, Анатолий Владимирович.